Привет, друзья! Недавно побывал в самом большом фудмоле Европы под названием Депо. Находится он в Москве по адресу Лесная улица, дом 20, строение 3. А носит такое название, так как в этом здании раньше было троллейбусное депо. На территории фудмола находится 120 лавок с различными продуктами и готовой едой. Для начала давайте посетим заведение под названием «Рыба моя». Вверху меню сразу бросается в глаза морской еж с понзу или васаби за 290 рублей. Морской еж для нашей местности считается довольно-таки экзотическим видом. Снаружи выглядит вот таким образом. Имеет огромное количество иголок, которые очень острые и ими легко можно уколоться. Но, как оказывается, не все морские ежи съедобные. Есть и ядовитые виды. У ядовитых ежей цвет очень черный и иголки гораздо длиннее. Так как ежи живут на морском дне, то часто бывают случаи, когда на них наступают люди, либо просто касаются руками. При этом иголки могут довольно глубоко проникнуть в ткани ног или рук. Вынуть иглу морского ежа невозможно, так как она имеет зазубрины и намертво застревает внутри. Чтобы извлечь такую иглу, ее нужно раскрошить, постукивая твердым предметом. Затем полить соком лайма, который растворяет иглы. Ну а вот так выглядит морской еж, уже готовый к употреблению. Едят его, надо сказать, без какой-либо термической обработки. Ежа я пробовал первый раз, поэтому не сразу понял, что тут от ежа, а что тут дополнительные ингредиенты. Как оказалось, маленькие и зелененькие – это кусочки огурца. А эта желтая субстанция оказалась желтком от перепелиного яйца. От самого же ежа съедобной является только его икра, а жидкость, которая обильно присутствует, это соус понзу. По вкусу икра ежа не похожа на икру рыбы, она гораздо нежнее и прямо-таки тает во рту. Но так как она находится в соусе, то вкус этого соуса полностью перебивает вкус самой икры. Хотя, возможно, она сама по себе и безвкусная, поэтому и подается с соусом. В плане сытости еж совершенно не сытный, что ел, что не ел. По своему строению морской еж не особо сложный организм, но зато внутри его панцирь выглядит очень интересно. Мне он чем-то напомнил корпус инопланетного космического корабля. Теперь давайте попробуем запеченную треску по-итальянски. Подается она в посуде из пергаментной бумаги. Внутри мы видим кусочки запеченной картошки и кусочки трески. В общем и целом блюдо вкусное и гораздо сытнее, чем морской ежик. Это заведение носит название Chillim Seafood. Здесь можно отведать горячие блюда с морепродуктами. Есть живые морепродукты. Из меню меня заинтересовала клешня камчатского краба стоимостью 600 рублей за 100 грамм. Я думал, клешня должна выглядеть вот таким образом. Но по факту мне принесли вот такое блюдо, состоящее из конечности или ноги краба. Итого, одна конечность краба, разрезанная на 3 части, обошлась в 1440 рублей. В депо, кстати, есть небольшой аквариум, где можно посмотреть на живого краба. Ротовая полость у него имеет довольно-таки устрашающий вид, и в ней идет постоянное шевеление. Ну а теперь давайте попробуем, стоит ли платить такие деньжищи за этот деликатес. Панцирь конечности уже разрезан вдоль, и нам остается только извлечь мясо. Как мы видим, на панцире остались какие-то длинные полоски. Возможно, это что-то типа костей. Сверху мясо покрыто жесткой, несъедобной оболочкой. Так что отходов тут ничуть не меньше, чем съедобной части. Как мы видим, мясо имеет крупную волокнистую структуру. По вкусу солененькое, так как было отварено в соленой воде. Не сказал бы, что это какой-то чересчур изысканный вкус. Например, куриные наггетсы лично мне больше нравятся. Так что, по моему мнению, цена на таких крабов уж чересчур завышена. Ведь, по сути дела, килограмм крабового мяса стоит не 6, а все 12 тысяч рублей, так как половину составляет панцирь и пленка. Попробовать его стоит только в том случае, если уж очень хочется и не жалко денег. Возвращаемся в рыбу мою и отведаем суп-пюре вишесуаз с макрелью. Проще говоря, это луковый суп-пюре за 390 рублей. В меню суп нарисован с кусочком хлеба, но подали его почему-то без хлеба. Суп подается горячим и имеет желтоватый цвет. При помешивании виднеются кусочки макрели. Раньше я такой рыбы не пробовал. Оказывается, это родственница скумбрии, но по размеру вырастает гораздо крупнее. А вот по вкусу мясо скумбрии более жирное и вкусное.
Сами же кусочки макрели в этом супе оказались чересчур солеными и еще имели явно копченый привкус. Поэтому оценить истинный вкус этой рыбы мне так и не удалось. Еще в меню присутствует большой выбор различных устриц. Самая дорогая из них – ямакаси. На витрине еще написано, что это устрицы из Японии. Самые же дешевые устрицы – хасанские. Стоят 99 рублей за штуку. Но как оказалось, их поштучно не продают. Нужно брать минимум 12 штук. А это уже получается 1188 рублей. Но ради сравнения самой дешевой и самой дорогой устрицы, закажем все-таки и эти 12 штук. Подаются устрицы на льду с 4 кусочками лимона и баночкой соуса. В центре лежит японская ямакаси, а по краям хасанские. Хасанская устрица хоть и дешевле других, но считается самой трудной по добыче. Вообще устрицы относятся к семейству морских двустворчатых моллюсков. Состоит устрица из двустворчатой раковины и внутренней части, которая и является съедобной. Как видно из строения, устрица съедается полностью, со всем ее богатым внутренним миром. Именно в устрицах внутри иногда можно обнаружить жемчужину. Но будьте осторожны, устрицами можно легко отравиться. Поэтому к употреблению такого рода продуктов нужно относиться очень внимательно. Давайте сравним самую дешевую хасанскую и самую дорогую ямакаси. По размеру хасанская раза в 2 меньше. По цвету раковины она более зеленая. Хотя само содержимое раковины не особо отличается по размеру. Устрицу можно полить лимонным соком, либо соусом на основе винного уксуса. Но соус мне не особо понравился, так как запах уксуса слишком резкий и перебивает все остальные. Во вкусе, кстати, этот соус тоже сильнее всего и чувствуется. Поэтому мне даже и не удалось ощутить вкус самой устрицы. По структуре такое ощущение, что ешь какую-то слизь. Попробовав японскую устрицу, я особо не заметил разницы с хасанской. Да и вообще, вкус у них на любителя. Лично я не назвал бы это блюдо деликатесом. Например, тот же шашлык, как по мне, гораздо вкуснее. Соус же на основе красного винного уксуса с кусочками лука мне не понравился. Лучше уж есть с лимонным соком. Так как сами устрицы не имеют особого вкуса, поэтому во вкусе будет в основном чувствоваться либо этот соус, либо лимонный сок. Для эксперимента решил дать попробовать устрицу кошке, но она только понюхала ее и есть не стала. Теперь попробуем кинуть устрицы в горячую воду и довести до кипения. Может, в вареном виде она будет вкуснее. Как мы видим, после варки устрица существенно уменьшилась в размере. Теперь по виду она очень сильно напоминает вареную мидию, только по вкусу более нежная. И надо сказать, в вареном виде устрица мне понравилась больше, чем в сыром. Но она опять-таки совершенно не сытная, поэтому даже съев 12 устриц, ими как следует не насытишься. Сейчас давайте отправимся в сокровища морей. Здесь меня заинтересовал морской гребешок за 300 рублей и устрица с очень громким названием Сахалинская императорская за 350 рублей. В таком виде подаются эти морские деликатесы. Морской гребешок разрезан на 4 части и подается с соевым соусом. Смотрится он более аппетитно, чем устрица. При близком рассмотрении можно разглядеть его волокнистую структуру. Кроме соевого соуса, его тоже можно еще полить лимонным соком. По вкусу он мне больше понравился, чем устрица. Структура мяса более плотная, и ты ощущаешь, что что-то ешь. Собственного вкуса гребешка мне почувствовать не удалось, так как соевый соус и лимонный сок все перебивают. Раковина у гребешка более красивая, чем у устрицы. Из нее можно сделать даже какой-нибудь сувенир. В этом отделе есть аквариум, в котором можно понаблюдать на борьбу лобстера с камчатским крабом. И как оказалось, лобстер гораздо настырнее. Ну а теперь давайте попробуем одну из самых крупных устриц, сахалинскую императорскую. Она почти в 4 раза крупнее хасанской. Съедобная часть тоже очень большая и мясистая. По вкусу чувствуется, что эта устрица действительно императорская, так как ты и структуру ее ощущаешь, и мясо чувствуется, и небольшой привкус моря. Из всех устриц это мне больше всего понравилось.
Еще в рыбе моей меня заинтересовало целое щупальце осьминога со средиземноморским соусом за 920 рублей. Подается оно с 3 кусочками хлеба, запеченной картошкой и помидорами черри. И как оказалось, в этом блюде целых 2 щупальца осьминога. Не знаю, каким способом готовили этого осьминога, но он получился чересчур мягким и нежным. Осьминога я и раньше пробовал, и всегда чувствовалась его структура. Мясо немного похрустывало. А тут такое ощущение, что это не осьминог, а долго томленное куриное мясо. Не знаю, хорошо это или плохо, но есть такого осьминога было очень непривычно. Хотя средиземноморский соус по вкусу мне понравился. Ну и напоследок отведаем магаданских креветок на льду, 300 грамм которых стоит 790 рублей. Креветки имеют красный цвет, так как уже предварительно были отварены. Преимущество их в том, что они дикие, ловят их в естественных условиях, а не на фермах, поэтому они считаются более полезными. По вкусу креветки мне понравились, немножечко сладковатые и очень нежные. Итого на эту дегустацию мной было потрачено 6818 рублей. Сумма не маленькая, поэтому я надеюсь, что вы поставите лайк на это видео. Друзья, всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!